Приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. К чему все идет? Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля и узнаем, что будет меняться с первых дней февраля. Какие события на нашем пороге нас же и ожидают, с чем это будет связано. И останемся, конечно, реалистами, потому что любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. В самом начале месяца, а точнее с последних чисел января, Уран перешел в прямое движение. И это означает, что мы можем узнать неожиданные новости, или сам период может напоминать метаморфозу, или метаморфозы даже. 10 дней – это достаточно небольшой срок, но, пожалуй, мы можем понять в эти 10 дней, что некоторые ситуации прошлого завершаются. Прошлое само по себе не тяготеет над нами, но это тот период, когда вроде как оно и закончилось, а будущее еще не родилось, и еще не состоялось, и еще не сформировалось. Давайте будем милосерднее к самим себе, мои дорогие овны, и поэтому позволим, у нас сегодня две колоды, традиционно. Первая – это у нас Ленорман, позволим картам рассказать нам о ключевых событиях или важных событиях, или показать сферы жизни, где вы будете максимально, может быть, активничать. Достанем с вами 4 карты. Не задаем вопросов. Как раз Ленорман события нам могут и показать, с чем это будет связано. А вы переложите то, что вас сейчас больше всего волнует, интересует, или что у вас сейчас наиболее как активно на повестке дня стоит. Переложите на образы карты, на эти подсказки. Дополним картами Таро. И у нас сегодня красивая колода Чиро Маркетти. И первая карта неожиданности и с чем это может быть связано. Ну, если есть таковые, пусть лучше будут приятные сюрпризы. В чем ваша фортуна или что исполнится, что вам помогает в эти 10 дней? И по основным сферам жизни. Сфера ваших достижений – это дела, работа, бизнес. И тут у каждого по-своему документы, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, чиновники оформить документ. Энергия денег и энергия любви и личной жизни. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте узнаем на Ленорман, с чем будет связано. Вы знаете, вы тут со всеми можете договориться. Вот это, наверное, первое. Конечно, сами по себе птицы говорят о новостях. Может быть, вы ждете или важный документ, или просто вы ждете информационное какое-то сообщение. Даже если вы ничего не ждете, карта гармонии, потому что два голубя нам показаны. И где-то говорит о том, что дипломатичное более будет общение или как возможность помириться. Для кого-то это важно услышать. И, в принципе, мир, душе, гармония. И самая благоприятная, одна из самых благоприятных карт, когда у нас все идет своим чередом. Возможно, эта карта будет говорить о ваших планах на переезд где-то. Или когда вы хотите поменять работу. Может быть и много вообще информации, но тогда вы будете очень избирательно к ней относиться, потому что будет то, что для вас наиболее важно. Вы для себя сумеете словно профильтровать из многочисленной либо информации, либо из новостей. Вы ведь можете узнавать, как оформить то или иное дело, вопрос какой-то, и сами добывать эту информацию. Поэтому вы найдете именно ту точку отсчета, которая нужна лично вам. Но и опять же приятное общение. Аркан Змея, безусловно, он иногда свидетельствует о страстной любви. Но вообще это карта мудрости, это карта взаимодействия. Но и где-то быть, вот если мы говорим в контексте этой мудрости, себе не навредить. Понимать, что в плане общения не стоит замечтаться в отношении, к примеру, тех людей, которых мы не очень хорошо знаем. Или, в принципе, допустить, что люди себя могут вести по-разному. Все же змея может проиграться у каждого по-своему. Хотя я должна сказать, это уже с 1 февраля вступает в силу год змеи. И в целом нас этот 2025 год призывает к тому, чтобы мы были мудрее.
Мы не можем исключить многих людей из нашей жизни, нам приходится с ними взаимодействовать. Но карта может говорить или настойчиво вас направлять в ту сторону, когда вы должны именно пересмотреть свою тактику в отношении вашего социума. Или вы сами где-то уже к этому готовы, и будет много общения, может быть, много разных вопросов, информации. В зависимости от того, как люди поведут, вас это может и подтолкнуть пересмотреть или подумать о человеке, могу я ему доверять или нет. Бывают, конечно, и хитрость, и обман по змее, поэтому держите ухо востро, что там говорить. Но и, возможно, это как высшие силы, мои дорогие овны, вы люди достаточно открытые, но отнюдь не все такие люди. И поэтому для себя быть в несколько иных энергиях, не ориентироваться на то, что ценно вам. У других другие ценности, поэтому держите где-то руку на пульсе. Больше наблюдайте, змея наблюдает, помните об этом. И поэтому и вам в таких же энергиях быть в этот период. Карта тоже рекомендует. Что-то вы не сможете, возможно, решить быстро, кстати, потому что какие-то обстоятельства могут складываться таким образом, что именно пауза, пусть маленькая, мы ведь смотрим с вами на небольшой период жизни, она требует от вас внимательного изучения и, опять же, мудрости. Третье событие. Ну вот если мы говорим про общение, про какую-то информацию, поэтому уточняйте эту самую информацию, эти самые новости. Не поддавайтесь какому-то импульсу, правда, потому что выпадает карта Лилии. И это опять же общение или это какие-то договоренности, основанные на честности и искренности. Но не все так гладко, поскольку выпала карта Змея, поэтому анализировать, и уже в который раз повторяюсь, но тем не менее карты продолжают канву развитие событий, говоря о том, что Овен, приготовься, много будет или контактов, или будет много новостей, или ты сам будешь искать какую-то информацию. Поэтому тебе и придется понимать, что правдиво или чему ты можешь доверять, а чему нет. И это касается, безусловно, в отношении людей по аркану Лилии. Есть те люди, которые к вам относятся искренне и по-доброму. И это не значит, что это все буквально. У вас будет хорошее настроение – но часто бывает, что у нас хорошее настроение ознаменуется тем, что мы так чуть-чуть самоуверены. Вот здесь, наверное, самоуверенность не самый лучший подсказчик будет, это точно, потому что выпадает карта змея. Тут лучше где-то просомневаться, правда. Лучше даже посомневаться в человеке, а потом его открыть как заново и сказать, ну, простите высшие силы, что я в нем сомневался, но себе ошибку допустить именно из-за доверия. Вот в эти 10 дней карты настоятельно не рекомендуют. Но есть и те люди, повторюсь, которым вы доверять можете. Или есть та информация, которая правдива. В эти 10 дней вы ее получите. У вас сильная позиция. Может быть, это вы будете между истиной, правдой и какой-то фальшью проводить параллели некоторые, потому что первая карта информация, общение, контактов, а последняя карта завершает, это карта башня. Это карта не та башня, которая в Таро. Это наша сильная позиция. У кого-то это буквально вопросы семьи, дома, места вашего пребывания или куда вы собираетесь, намереваетесь переехать, кстати. Тогда вы будете искать информацию. Поэтому по максимуму использовать какое-то доброе время для вас, мои дорогие овны, будет правильной тактикой. При этом не замечтаться, допустить, что вы чего-то можете не знать, не видеть. Вам могут не сказать всей правды, но, тем не менее, концепцию того, что должно быть продолжено и что есть истина, вы вполне можете провести, потому что у вас сильная позиция. Для кого-то из вас это важное согласование, получение важных документов, нужные контакты у кого-то с руководством, которые пройдут в таком спокойном режиме. У вас есть возможность завершить любое практически или продолжить, прояснить, может быть, для кого-то и так, любой вопрос, любое дело. Давайте узнаем, что же у вас в неожиданностях.
радость. У кого-то, может быть, это как вы с семьей, с любимым человеком на расстоянии. Или, может быть, с кем-то из ваших близких, родственников. И вы, скорее всего, будете либо съезжаться, либо планировать встречу какую-то. А кто ничего не планирует, здесь просто благополучие по части жизни семейной, любовной, в вашей паре. Кто-то в паре, если вы встречаетесь или дружба по десятке кубков, задумается о том, чтобы сложить воедино ваши судьбы. Сама по себе карта говорит еще о благополучии, о финансовом достатке, кстати, тоже, с учетом тем более карты башня. Но, может быть, некоторые вопросы вы захотите, кстати, юридически оформить. И тогда, опять же, в неожиданностях для вас, как, знаете, зеленый свет в эти 10 дней. Все же в неожиданностях у вас выпадает радость, счастье, благополучие, покой, любовь, комфорт. Давайте мы узнаем, в чем же ваша фортуна. Ну, мне можно молчать, вообще ничего не говорить. Очень красноречивые карты. Это карта любви, это карта партнерских отношений. И все то, что я, не повторяюсь, говорила по аркану Ленорман, у вас, правда, благополучное время. Контакты самые разные, опять же, могут быть. Помните, мои дорогие овны, это то, что я от себя хочу добавить. Понятно, что личная жизнь в центре внимания. Для того, кто один или одна, у кого-то может произойти знакомство и с учетом аркана птицы из колоды Ленорман. Может быть, посредством интернет. Может быть, вам напишет, кстати, через интернет ваш какой-то знакомый или друг, с которыми прервались отношения. И вы можете, кстати, не верить. Вот это тогда змея, это будут ваши сомнения. И карта все-таки говорит, ты продолжай, ты будь осмотрителен, Овен. Но это не значит, даже если когда-то, к примеру, прежняя история у вас была грустной, это не значит, что, обжегшись на молоке, мы должны всю жизнь дуть на воду. Поэтому все равно выход из одиночества, все карты вам об этом практически кричат. Благоприятное время подумать о самом себе, о самом своем счастье, может быть, договориться с кем-то, примириться. Но вообще в плане контактов прекрасные энергии в эти 10 дней. Дела, работа, бизнес. Опять же, можно молчать, потому что карта силы. Энергетика у этой карты, как у мага. То есть вам подвластно все. Но в плане эмоций, обратите внимание, наша прекрасная дева держит льва на коротком поводке. И лев – это всегда прообраз наших эмоций. И поэтому эмоции на коротком поводке карты рекомендуют держать. Но для вас нет ничего невозможного. С одной стороны, конечно, не замечтаться, потому что будут какие-то приятные моменты, минуты. Само по себе настроение, я уже говорила, у вас будет хорошее в эти 10 дней. Тут больше положительного. Я, конечно, допускаю, что жизнь наша не устлана лепестками роз. Бывают и моменты более сложные, трудные. И в эти 10 дней я этого не исключаю. Но это насколько малы ваши печали, настолько велик ваш успех. Но где-то эмоции вам не должны помешать осуществить ваши намерения или желания. Повторюсь, здесь есть способы, даже если в предыдущий период что-то встало на паузу, не получилось у вас осуществить. В эти 10 дней полный вперед. Что же у вас по финансам? Давайте узнаем. Ух ты, какой у вас расклад. Очень интересное знаменательное начало февраля месяца. Многообещающее, я бы даже сказала, потому что старший аркан сила – это не совсем в разрезе 10 дней. Это, скорее всего, недели на 3, то есть будет продолжаться почти до конца месяца. Позитивный период жизни или ваших возможностей. Да, в плане эмоций придется сдерживаться, но и возможностей будет достаточно. И если мы говорим на финансы, девятка кубков – это карта самодостаточного человека. И нам показан хозяин таверны, который поднимает кубок за здоровье себя и посетителей. И поэтому либо сам по себе приход денег, либо какие-то удачные согласования. Подписание, кстати, документов по имуществу, по недвижимости. Или, может быть, это будет продолжено, я уже оговорилась, это где-то может быть сделано в течение февраля месяца, поскольку старший аркан – это не совсем разрез 10 дней. Ну так значит, по делам, по деньгам здесь продолжение хорошее следует. В том контексте, когда вы останетесь довольны. Или
Сами по себе, может быть, деньги как крупная сумма, если вы ждали какой-то гонорар, по какой-то причине он задерживался, кстати, с учетом арканы птицы, именно потому что в системах взаиморасчета что-то могло не сработать. И здесь деньги тоже приходят. Личная жизнь, мои дорогие, у вас на кону до конца февраля очень добрые энергии, когда практически фортуна сама по себе поворачивается к вам лицом. Это не исключает, что у нас могут быть какие-то моменты, когда нам что-то может и не нравиться. Нет, безусловно. Но карта императрицы– это символ нового «я». Это и как подведение каких-то итогов по проделанной работе. Это уже старт в будущее и новые планы. Дела семейные, дела с вашими детьми. Когда вообще личной жизни, для тех, кто один или одна, будьте внимательны, правда, благополучный период для того, чтобы завершить одиночество, если вы к этому готовы. Пожалуй, нет ничего того, чтобы вам было неподвластно. Самое главное, ну, где-то и не придерживаться прежних шаблонов, не помешать себе эмоциями и понимать или воспринимать, что люди разные, мы их не должны переделывать, или мы не должны никому ничего доказывать. Уже змея может по-разному проиграться. У кого-то страсть, правда, проиграется, у кого-то мудрое отношение к тому, что происходит вокруг вас, потому что бывают и обстоятельства, кстати, непреодолимой силы, мы на них не влияем, на мнение людей мы тоже не влияем. Все зависит от нашего восприятия, опять же, и как вы это воспринимаете, так вы и такие бонусы получаете в плане решить тот или иной вопрос. Но, повторюсь, благополучный период жизни. Давайте мы посмотрим, какой же тут совет. Вообще ваша энергетика, королева жезлов, и это та, которую жизнь ставила на колени неоднократно. И теперь главная задача не повторить какую-то ошибку или печальный опыт. Если в карте совет, что вам помогает? Практически молчание, неторопливость, наблюдение, я об этом сказала. И, вы знаете, будет действительно много контактов. Вы будете словно притягивать магнитом людей. И здесь это может проигрываться очень активно для вас, мои дорогие девочки. У вас еще и карта императрицы, и карта силы. Иногда это символ женской силы. Вы притягательны для противоположного пола. С вами хотят дружить, познакомиться, мои дорогие, поближе. Карта императрицы будет говорить о том, что кто-то будет менять статус. Кстати, императрица для мужчин может означать тоже важная женщина в вашей жизни. Или где-то ваши планы, или быть дипломатом. Это тоже не упустить какой-то момент, не настаивать на своем. И опять же для девочек, если мы немножко переходим, потому что есть по всем картам именно для всех представителей вашего знака благополучное время. Но для вас, мои дорогие девушки, женщины, особенное какое-то время, потому что королева жезлов, она тоже несет женскую энергетику. И она, хоть и обладает этим самым магнетизмом, притягивать к себе людей, но для чего вам дается этот период? Когда вы никому ничего не говорите. Вы не говорите ни о своих намерениях, ни о целях. Имеется в виду, может быть, дела, работа, бизнес. Или вы говорите, но только проверенным людям. Может, это один только человек, я вижу только один. Или вообще храните молчание. Но вам-то люди как раз доверяют, вам несут информацию. И общаясь правильно с людьми, вы будете знать этой информации больше. Вы будете располагать каким-то информационным полем, и это для вас создает определенные преимущества решить тот или иной вопрос. Но в то же время проявить мудрость или неспешность в тех вопросах, когда вы видите, что-то быстро не продвигается. Или для вас может быть, придется ожидать какой-то период, например, подписание документа у чиновника. Тогда не надо пытаться настаивать, может быть, на своем или доказывать тому чиновнику что-то. Все же более спокойная энергия для вас всех, мои дорогие овны, открывают прекрасный период февраля для того, чтобы решить все вопросы. Самое главное ведь конечный итог или важный результат. А какие мы методы подкорректируем, как мы к этому подойдем, в какие двери мы войдем или с кем мы будем договариваться, как будто это не суть важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.